Утро вторника начиналось абсолютно стандартно, если не считать того мелкого, но раздражающего факта, что кофеварка снова решила забастовать. Алексей стоял у кухонного островка, хмуро глядя, как темная аристократическая жидкость по капле просачивается в кружку, и слушал привычный шум просыпающегося дома. В гостиной на диване свернулся огромный рыжий кот по кличке Барсик. Существо ленивое, монументальное и принципиально инородное к любым проявлениям активности до полудня. Из-под стола доносилось сопение грома, пожилого, но крайне добродушного, золотистого ретривера, который в данный момент во сне куда-то увлеченно бежал, слегка подергивая лапами. Катя, жена Алексея, пробежала мимо кухни с распущенными волосами, на ходу пытаясь застегнуть сережку. «Лёш, ты сегодня заберешь вещи из чистки?» — спросила она, даже не останавливаясь, и исчезла в коридоре. «Заберу», — ответил он, сделав долгожданный глоток кофе. «И в магазин зайду». Жизнь их была устоявшейся, комфортной и прогнозируемой, как движение поездов в метро. Они прожили вместе почти 7 лет, и за это время научились понимать друг друга с полуслова, а иногда с одного лишь взгляда. Но даже в самых гармоничных отношениях всегда существовала сфера тонких дипломатических манипуляций. Катя была человеком логичным, рациональным и системным. Она любила порядок, графики и четкие договоренности. Алексей же отличался мягким характером и абсолютной непоколебимостью в вопросах помощи кому бы то ни было. Катя знала эту особенность мужа и иногда со смехом говорила, что если бы не ее прагматизм, их дом давно превратился бы в приют для бродячих артистов, тяжелораненых птиц и беспризорных животных. Именно поэтому, когда Алексею нужно было убедить жену в чем-то, что выходило за рамки их привычного уклада, ему приходилось прибегать к маленьким стратегическим хитростям. Ведь не всегда мнения совпадают, а прямая лобовая атака с Катей никогда не работала. На аргументы вроде «ну посмотри, он же милый», у нее всегда находилась сотня контраргументов про бюджет, квадратные метры, аллергии и уже имеющихся питомцев. Выпив кофе, Алексей поцеловал жену в щеку, подхватил ключи от машины и вышел на улицу. Осень в этом году выдалась сырая и прохладная. Накрапывал мелкий дождь, асфальт блестел, а опавшие листья липли к подошвам. Алексей подошел к своему серебристому кроссоверу, стоявшему на парковке во дворе многоэтажки. Он уже занес руку, чтобы снять машину с сигнализации, как вдруг что-то заставило его остановиться. Это была старая привычка. Год назад его коллега раздавил детскую игрушку, оставленную кем-то под колесом, и с тех пор Алексей всегда мельком бросал взгляд вокруг авто перед тем, как тронуться с места. Он наклонился, чтобы проверить правое переднее колесо, и замер. Там, прямо в глубине арки, над самым протектором, уцепившись крошечными лапками за грязный металл, сидело что-то странное. Это было нечто маленькое, взъерошенное, мокрое и абсолютно неподвижное. На первый взгляд оно напоминало ком грязной ваты или мокрый опавший лист. Но затем этот ком вздрогнул. Алексей опустился на одно колено прямо на сырой асфальт, совершенно не думая о чистых брюках. Он посветил фонариком телефона под крыло. На него смотрели два огромных, непропорционально больших глаза, карих, полных дикого животного ужаса. Это был щенок. Совсем крошечная собачка, пушистая, но до такой степени исхудавшая и промокшая, что казалась невесомой. «Эй, малыш!» — тихо прошептал Алексей, протягивая руку. Щенок сжался еще сильнее и тихо, едва слышно заскулил. Звук был настолько слабым, что его едва можно было различить за шумом проезжавших по соседней улице автомобилей. Алексей выпрямился и огляделся. Двор был окружен дорогами с интенсивным движением. Машины сновали туда-сюда, шурша шинами по мокрому асфальту. Никакой собаки-мамы поблизости не было, ни под кустами, ни у подвальных окон. Было очевидно, эта кроха попала сюда случайно.
Скорее всего, залезла под капот греться где-то в другом месте, а потом выпала на колесо, когда машина остановилась. Искать ее маму на этой магистрали не имело ни малейшего смысла. Оставить ее здесь означало обречь на верную гибель при первом же повороте руля. Но Алексей знал правила их дома. Третий питомец? В их двухкомнатной квартире, где уже царили 20-килограммовый Гром и 5-килограммовый эгоист Барсик, Катя бы категорически воспротивилась. С точки зрения здравого смысла это был перебор. Алексею нужно было спросить мнение жены. Но он прекрасно понимал, если он просто позвонит и скажет: «Кать, тут щенок под колесом, давай возьмем», она ответит: «Лёша, пристрой его, отвези в приют, мы не можем опекать всех животных города». Специалист по дипломатии внутри Алексея включился мгновенно. Он аккуратно, стараясь не испугать малышку, просунул руку за колесо. Щенок был настолько замерзшим, что даже не сопротивлялся. Алексей бережно обхватил пальцами этот крошечный теплый комочек, достал его и прижал к своей сухой куртке. Девочка. Совсем кроха. Порода, похоже, беспородная, дворняжка. Но шерсть, когда высохнет, обещала быть густой и пушистой, трехцветной, с рыжими и черными пятнышками на белом фоне. Он расстегнул куртку, сажая щенка за пазуху, достал телефон и сделал один единственный кадр. На фотографии был не просто щенок, это был шедевр эмоций. Из-под расстегнутого борта мужской куртки выглядывала крошечная, испачканная машинным маслом мордочка с опущенными ушками и застывшей в огромных глазах немой мольбой. Выглядело это максимально трогательно и трагично. Алексей отправил короткое сообщение. Через минуту Катя, сидевшая за своим рабочим столом в офисе и уже погруженная в утреннюю рутину из таблиц и писем, услышала сигнал мессенджера. Она мельком глянула на экран, ожидая увидеть напоминание о покупках, но увидела фото. Под фотографией несчастного, дрожащего малыша стоял всего один простой вопрос от мужа. «Могу ли я забрать ее домой?» Катя замерла. Она посмотрела на этот мокрый, перепуганный комок на экране, затем перечитала вопрос. Алексей не стал расписывать, как ему жалко малышку. Он не стал приводить миллион доводов, не стал просить «ну, пожалуйста». Он просто показал ей эту реальность и дал право решения. И Катя поняла. Она поняла, что в этот самый момент, посмотрев в эти огромные несчастные глаза, она не сможет ответить ничего другого. Все аргументы о здравом смысле, о сложной уборке, о дополнительном бюджете на ветеринаров и корм разлетелись в пыль. Это была чистая, неприкрытая манипуляция на человеческой эмпатии, но сделанная так тонко и честно, что сопротивляться было бесполезно. Она вздохнула, улыбнулась качающим головой коллегам и быстро набрала ответ. «Вези. Но мы ищем ей хозяев, понял? Мы только передержим». Алексей, прочитав ответ у машины, перевел дыхание и тихо ухмыльнулся. «Ищем хозяев, конечно». Он слишком хорошо знал свою жену. Вместо работы Алексей взял отгул на пару часов и поехал прямо домой. Когда они вошли в квартиру, Катя, не выдержавшая и отпросившаяся с работы на час раньше, уже ждала их. Увидев щенка вживую, а не на экране телефона, она окончательно сдалась. Малышка была настолько мелкой, что помещалась в 2 сложенных ладонях. Она непрерывно дрожала от перенесенного стресса и холода. Первым делом крошку отправили в ванную. Алексей набрал немного теплой воды, и они в 4 руки начали осторожно смывать с пушистой шкурки грязь и следы машинного масла. Щенок сначала сжался, ожидая боли, но, чувствуя тепло воды и ласковые прикосновения человеческих рук, постепенно расслабился. Когда крошку накормили специальным детским паштетом для щенков, купленным по дороге, и досуха вытерли мягким махровым полотенцем, произошло невероятное преображение. Грязный перепуганный заморыш
превратился в пушистый трехцветный шарик. Наевшись до отвала, ее маленький животик стал похож на плотный мячик. Малышка тихо запыхтела и несмело вильнула хвостиком. Она сделала буквально 3 шага по мягкому пледу, уложенному на диване, и тут же повалилась на бок. Счастье и тепло сморили ее мгновенно. Она стала безумно сонной и абсолютно довольной жизнью. Гром и Барсик наблюдали за происходящим с разных дистанций. Барсик сошел с дивана, подошел к полотенцу с величественной грацией хозяина положения, обнюхал сонный комок, фыркнул, выражая легкое презрение к новобранцам, и улегся неподалеку, наблюдая за происходящим в полудреме. Гром же подошел вплотную, осторожно положил огромную голову рядом с пледом и тихо, едва дыша, ласково лизнул щенка в нос, чтобы поддержать нового маленького жильца. Днем Алексей и Катя повезли находку в ветеринарную клинику. Врач, пожилая женщина с добрыми глазами, внимательно осмотрела маленькое создание. Она проверила ушки, зубы, послушала сердцебиение и прощупала каждый сантиметр крошечного тела. «Ну, что я вам скажу?» — улыбнулась ветеринар, снимая стетоскоп. «Этому пушистику невероятно повезло. Щенку не более 5 недель, совсем еще дитя. Самое главное, она не получила никаких серьезных травм, ни переломов, ни внутренних повреждений, ни даже ушибов. Только легкое переохлаждение и стресс, но с этим вы уже успешно справились. Она абсолютно здорова». Катя и Алексей переглянулись с облегчением. «Значит, никакого длительного лечения не требуется?» — уточнила Катя. «Абсолютно», — подтвердила врач. «Поэтому хозяевам осталось купить лишь впитывающие пеленки, качественный корм для щенков и пару мягких игрушек-погрызушек. И, конечно, прийти к нам через пару недель на 1-ю вакцинацию». Слова «хозяевам осталось купить» окончательно поставили точку в разговорах о временной передержке. Выходя из клиники, они сразу направились в зоомагазин. Катя с неожиданным азартом выбирала самый мягкий лежак, упаковку пеленок, поводок на вырост и дюжину резиновых мячиков и канатиков. Дома щенку официально дали имя. Назвали ее Люси. Легким, светлым и очень подходившим ей именем. Прошло всего несколько дней, но казалось, что Люси жила в этой квартире всегда. Она оказалась удивительно сообразительным и социальным существом. Своим нежным и дружелюбным характером она быстро нашла общий язык с другими питомцами. С Барсиком у них сложились отношения настороженного уважения. Строгий рыжий кот быстро объяснил Люси границы дозволенного. К его миске не подходить и за хвост не дергать. Зато он милостиво разрешал ей лежать рядом на ковре, когда из окна падали теплые солнечные лучи. А вот с ретривером Громом у нее завязалась трогательная и бесконечно милая дружба. Огромный пес взял на себя роль старшего брата и няньки. Он терпеливо позволял маленькому щенку возиться вокруг, играть со своими длинными ушами и грызть свой хвост. Люси спала у него между передними лапами, а когда уставала, просто засыпала на его теплой спине. Гром при этом замирал и старался не делать резких движений, чтобы не потревожить малышку. Люся росла невероятно ласковой. Стоило кому-то из супругов сесть на диван или присесть на пол, как крошечный щенок тут же оказывался рядом, упирался лапками в колени, радостно вилял всем телом и начинала преданно вылизывать руки, уткнувшись мокрым носом в ладонь. Однажды вечером, когда Люси сладко сопела на коленях у Кати, а Алексей пил чай напротив, Катя улыбнулась и качнула головой. «А ведь ты меня хитростью взял тогда, да?» — спросила она. «В смысле?» — невинно изобразил удивление Алексей. «В прямом. Ты знал, что если пришлешь такое фото с этим вопросом, у меня просто не останется шансов сказать «нет». Аргументы бы не сработали, а вот эта несчастная мордочка на весь экран — это был запрещенный прием. Главное, что это сработало на благо», — улыбнулся Алексей, посмотрев на мирно спящую Люси.
А мнение жены я честно спросил, как и положено. Катя перевела взгляд на собаку, аккуратно погладила ее по мягкой шерстке между ушек и тихо ответила. «Да, спросил, и это было лучшее решение за весь этот год». Эта история закончилась счастливым финалом для одного маленького пушистого сердца. Но она могла бы сложиться совершенно иначе, если бы не одна простая человеческая привычка. Техника и автомобили стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но мы часто забываем, насколько уязвимы маленькие живые существа перед этими огромными железными машинами. В холодное время года, во время дождей или просто в поисках безопасного уголка, уличные животные, особенно щенки и мелкие собаки, ищут тепло именно под машинами. Они забираются под колеса, прячутся под арками, жмутся к теплым дискам и пролезают ближе к еще не остывшему двигателю. Каждый раз, прежде чем сесть за руль своего автомобиля, сделайте паузу. Заглядывайте под свою машину, постучите по капоту, проверьте колеса и арки. Это займет у вас всего несколько секунд, но, возможно, именно эти секунды спасут чью-то маленькую жизнь, и там, в темноте под колесом, вас ждет кто-то, кто очень напуган и остро нуждается в вашей помощи.